Привет, с вами Гео. А это таинственный алмаз Хоупа, самый знаменитый алмаз в мире. Проклятый камень, который стоит безумных денег, но не приносил своим хозяевам ничего, кроме несчастья. Большую часть своей истории уникальный синий алмаз хранился в индийском храме, где служил глазом в огромной статуе бога Рамы. Но в 17 веке туда попал французский авантюрист и торговец Жан-Батист Тавернье и ножом выковырял камень. Бог не стал терпеть такого унижения и наслал на алмаз проклятие. Ну и все, понеслась. С тех пор рассказы о камне наполнялись самыми разными подробностями. В них мелькают короли и воры, гениальные бизнесмены и их сумасшедшие наследники. Владельцы проклятого алмаза разоряются и сходят с ума. Русские князья стреляют в любовниц на парижской сцене и отплывают в роковое путешествие на Титанике. В общем, тут сплелись много самых разных деталей, которые приятно щекочут нервы. Но давайте сразу. Я не ударился головой, чтобы всерьез рассказывать о мистике. Понятно, что алмаз, даже очень дорогой, это всего лишь камень. Проклятий не существует, магия не работает. Все это ерунда ради красивого сюжета. Здесь работает правило, верное для любого произведения искусства. Важно не только само произведение, но и его история. Всем хочется обладать легендой. И сами подумайте, что захочется купить миллионеру? Просто еще одну дорогую безделушку или ужасный глаз древнего зловещего бога? Конечно, глаз. Это даже звучит как своего рода рискованное приключение. Типа, кто кого? Смогу ли я противостоять проклятию и не помереть жуткой смертью, как все предыдущие владельцы? Так что в популярности алмаза Хоуп нет ничего удивительного. Тут можно спросить, если никакой мистики нет, то нафига о нем вообще рассказывать? Просто чтобы снять очередное разоблачение всеми забытых баек? Ответ на самом деле довольно простой. Популярность алмаза держится вот уже 400 лет, и за это время он успел побывать в самых разных руках, от мошенников до королей. Повсюду за ним тянется шлейф удивительных историй. И вот они могут оказаться не менее интересными, чем выдуманные страшилки. Сегодня я расскажу вам и то, и другое, чтобы наглядно показать, как реальная история обрастает фантастикой. Итак, как я уже говорил, начинается все в 17 веке с человека по имени Жан-Батист Тавернье. Он был не просто авантюристом, а прям очень богатым купцом, который держал под контролем больше половины европейской торговли бриллиантами. И вот знаменитый алмаз появился на рынке как просто еще один его товар. Причем сразу с историей. Ну вот про это самое с древним храмом, тайным проникновением и собственноручным ковырянием ножом в глазнице древней статуи. А потом этого Тавернье еще и загрызли собаки. Все в лучших традициях мрачных сказок. Но было ли это событие в реальности? Очень маловероятно. Тавернье ездил в Индию 5 раз. Мы не знаем, из какой конкретной экспедиции он привез свою главную находку – голубой бриллиант. Зато мы знаем, откуда он ее привез. Из султаната Голконда. Было такое государство в Центральной Индии. Там находились единственные известные тогда на земле месторождения алмазов. До появления в этих местах европейцев местные правители отдавали шахты в аренду частным предприятиям. Однако торговые отношения с Европой все изменило. Вопреки современному представлению о колониальной эпохе в духе белого чувака в пробковом шлеме, который за бусы выменивает у местных жителей природные богатства, с Индией такой фокус не прокатывал. Там правители были не дурачки и провернули очень ловкий финт ушами. Сначала национализировали все месторождение, а потом объявили мораторий на добычу алмазов на 5 лет, чтобы поднять цену. А когда поставки возобновились, то султанат Голконда сказочно разбогател. Собственно, уже из названия этого государства, султаната Голконда, становится понятно, что вряд ли Тавернье обворовывал храм. Голкондой управляли мусульмане, индуистские храмы для них священными не были. Поэтому хорошему покупателю они сами продали бы оттуда что угодно.
Ну и повторю, султанат специализировался на торговле алмазами и до середины 19 века был единственным местом на планете, где эти камни добывали. Сами подумайте, вероятность какого события выше? Что богатый купец Тавернье лично обворовал священное место, или что он просто купил алмаз там, где это было проще всего сделать? Короче, очевидно, что Тавернье не случайно сделал много денег на торговле драгоценностями. Он был хорошим пиарщиком и знал, как правильно эти камни прорекламировать всяким там графам и маркизам. Так что, на мой взгляд, историю с похищением он просто выдумал, чтобы набить цену. Ну и это еще не самое наркоманское, что можно было придумать. В Средневековье в этих краях побывал путешественник Марко Поло. И он насочинял такого, что волосы встают дыбом. Якобы в долине, где добывают алмазы, так много ядовитых змей, что люди туда вообще не заходят. Вместо этого они катапультой туда закидывают туши животных. К этим тушам прилипают алмазы. Да, прикиньте, якобы их столько много, что они просто валяются под ногами. Потом эти туши съедают грифы вместе с алмазами и, выкакивают у себя в гнездах. Короче, индийцы ищут алмазы в гнездах грифов. Я не знаю, какую больную фантазию нужно иметь, чтобы такое придумать. Впрочем, это я отвлекся от основной истории. Короче, в 19 веке место рождения алмазов нашли в Бразилии и Африке, но они не могли сравниться по частоте с индийскими. Алмазы Голконды образовались около миллиарда лет назад, на глубине в 200 километров, под страшным давлением и представляли из себя почти чистый углерод. А тот камень, который привез Тавернье, содержал еще и небольшую примесь бора, что давало ему редкую голубую окраску. Вообще, торговец драгоценностями привез из Индии около 25 крупных алмазов. Голубой был большой, 115 карат. Это примерно 23 грамма. Размером с мячик для гольфа. Еще Тавернье привез около 1000 мелких алмазов и продал все королю Франции Людовику XIV за 220 тысяч ливров. Много это или мало? Очень много. Это примерно стоимость 147 килограммов золота. Но что еще интереснее, так это то, что на самом деле стоимость камней была куда больше. Поэтому Людовик доплатил сверху не деньгами, а дворянским титулом. Тут бы нашему Тавернье жить-поживать, но проклятие алмаза вступило в силу и наказало жадного торговца. Он отправился в очередное путешествие, и там его то ли разорвали собаки в Константинополе, то ли загрызли вши в Москве. Ага, в оригинальной версии легенды так прямо и говорилось: загрызен русскими вшами. Как вы поняли, после продажи камня легенды о нем начали жить своей жизнью. И даже Тавернье стал его жертвой. Разумеется, в реальности все было не так. Тавернье действительно умер в России во время новой поездки. Но случилось это спустя несколько десятилетий, после продажи камня французскому королю. И злые русские вши в его смерти, скорее всего, не виноваты. Неутомимого путешественника догнала старость. Ведь в поездку Тавернье отправился, когда ему было уже за 80. Так что единственная загадка здесь — это зачем он в таком почтенном возрасте снова куда-то попёрся за 1000 километров от дома. Ну ладно, свою роль в истории алмаза он уже выполнил. Так что давайте теперь посмотрим на нового хозяина камня — короля солнца Людовика XIV. Он приказал сделать огранку алмаза, после чего его вес сократился почти в 2 раза. Но зато алмаз приобрел благородный голубой блеск и форму в виде сердца. Его официально стали считать самым красивым бриллиантом на планете. В королевском реестре драгоценностей его записали под именем «Голубой бриллиант французской короны». Но в просторечие вошло другое название – «Голубой француз». Жду ваших искрометных шуток в комментариях. В общем, что у нас там с этим камнем происходило дальше? А дальше король подарил его любовнице, мадам де Монтеспан. И, разумеется, тот принес ей боль и разочарование. Она потеряла любовь Людовика и влияние при дворе. Как думаете, это правда? Конечно, это очередная чушь. Камень появился во Франции примерно в середине 60-х годов 17 века. Мадам Монтеспан тогда только-только стала любовницей короля, а потеряла свое влияние намного позже, в конце 80-х. И произошло это не из-за рокового алмаза, а из-за зловещего дела о ядах. В
Париже разоблачили ведьму, которая помогала знатным дамам устранять старых мужей или молодых конкуренток при помощи отравления. А про Монтеспан говорили, что эта же колдунья помогла ей завоевать сердце короля. Рассказывали и про черные мессы, которые совершались над обнаженным телом де Монтеспан, делая его неотразимо привлекательным для короля, и про принесение в жертву младенцев, которым мадам Монтеспан лично перерезала горло. Было ли это на самом деле? Очевидно, нет, обычные сплетни. Но они сильно ударили по репутации королевской любовницы. Но еще сильнее по женщине било время. К концу 80-х ей уже было под 50, так что в потере влияния на короля нет ничего удивительного. Проклятие времени для женщины страшнее любых алмазных проклятий. Но еще забавнее то, что Людовик, скорее всего, голубой бриллиант ей вообще не дарил. Он сам обожал драгоценные камни и постоянно ходил увешанный алмазами и изумрудами, сверкая словно новогодняя елка. Даже на пряжке ботинок вешал крупные сапфиры, а голубого француза Людовик носил на заколке около воротника. Киркоров бы обзавидовался. Но о чем нам это говорит? А о том, что даже если бы проклятие существовало, то его жертвой должен был стать сам король, а вовсе не его любовница. Тут у нашего сериала появляется небольшой спин-офф. Как я уже сказал, после огранки камень потерял почти половину своего веса. И, естественно, далеко не все ушло в пыль. По сути, алмаз раскололи надвое. И меньше кусок камня размером меньше 8 карат через 100 лет в качестве подарка перешел к принцессе Вюртембергской Софии Доротеи. А эта самая София сменила имя на Марию Федоровну и вышла замуж за наследника русского престола Павла, будущего императора Павла I. Ну и камень она тоже привезла с собой в Россию. И представьте себе, даже здесь есть легенда о проклятии. Якобы, когда императрица Екатерина II увидела у невестки уникальный голубой бриллиант, то отобрала его и вскоре умерла. Какое несчастье! Я тут могу сказать, только что не понимаю людей, которые придумывают эти байки. Почему бы им хотя бы примерно не сопоставить даты для правдоподобности? Между приездом Марии Федоровны и смертью Екатерины прошло 20 лет. К тому же императрица не отбирала ничего у невестки, а наоборот, постоянно дарила украшения и платья, чтоб она своим немецким нищебродством не позорила дворец. И это, кстати, почти прямая цитата Екатерины. Все это время голубой бриллиант оставался у Марии Федоровны. Она прожила в России очень долго, хотя, может, и не очень счастливо, и родила несколько детей. После ее смерти камень был передан в царскую сокровищницу. Он оказался одним из немногих драгоценных камней Романовых, которые не были проданы большевикам после революции. Бриллиант Марии до сих пор хранится в Российском алмазном фонде. Никаких трагедий и драм проклятому камню больше не приписывали. Я думаю, только потому, что он не так знаменит, как его большой брат из Франции. Так что давайте вернемся к нему. Во Франции тем временем на престол взошел следующий – Людовик XV. Он придумал голубому бриллианту новое применение. Камень вынули из заколки для галстука и поместили в подвеску ордена Золотого Руна. Этот династический орден имеет очень долгую и благородную историю. Он объединял несколько монархических линий Европы. Сначала в него входили христианские правители с, так сказать, крестоносными идеями, а потом все подряд, кто хотел повыпендриваться перед коллегами. Орден, кстати, существует до сих пор. В него входят представители древнего королевского рода Габсбургов. Ну а вот в середине 18 века рыцарями ордена Золотого Руна были французские короли. Сам этот орден в каждой династической линии выглядел по-своему. Но Людовик XV решил переплюнуть всех по богатству оформления. Помимо огромного французского голубого бриллианта, в подвеску были включены красная шпинель весом 107 карат и мелких камней 83 красных и 112 желтых алмазов. Подвеска получилась здоровенной, тяжелой и весьма странной на вид, а ее стоимость было невозможно представить. Король охотно эту штуку носил и ей очень гордился, ведь ни у кого в Европе такого не было. Вообще, этот 15-й Людовик совершенно не вписывается в легенду о проклятом алмазе. Он правил 58 лет. Это один из самых долгих сроков правления во французской истории, уступающий только правлению его прадеда, Людовика XIV, предыдущего владельца голубого камня. Король вел роскошную жизнь, менял любовниц как перчатки, а под конец увлекся совсем уж
маленькими девочками, которых содержали для королевских удовольствий в специальном особняке Оленей парк. А умер Людовик от оспы, заразившийся от одной из малолеток в своей постели. Вот совершенно не было в его жизни ничего такого, что можно приписать проклятию голубого бриллианта. Поэтому легенды рассказывают, что камень принес несчастье не своему владельцу королю, а всей стране. Тогда на Францию обрушилась чума. И действительно, вскоре после вступления на трон Людовика в Марселе произошла сильная эпидемия, которая унесла примерно 50 тысяч жизней из 90-тысячного населения города. Однако даже тут авторам жутких мифов о проклятии приходится натягивать сову на глобус. Несмотря на страшные последствия для Марселя, чума 18 века задела Францию только по касательной, а основной удар пришелся на Восточную Европу, включая Россию. Короче, как-то у древнего индийского проклятия сбился прицел. Да и причины марсельской вспышки тоже очень хорошо известны. Дело не в старинной магии, а в жадности. Когда в 1720 году в Марсель прибыл корабль, один из пассажиров которого умер от чумы. Весь груз и экипаж сразу же поместили под строгий карантин. Однако корабль вез очень ценный шелк, который местные торговцы собирались выгодно продать на проходившей прямо сейчас ярмарке. Торговцы надавили на чиновников, и те позволили им забрать товар. И, скорее всего, за взятки. Результат не заставил себя ждать. Умерли и торговцы, и чиновники, и больше половины горожан. А еще 50 тысяч французов умерли, когда чума пошла на север. Эпидемия была остановлена только с помощью стен и виселиц, на которых вешали всех, кто пытался убежать из зараженного района. Если не считать этого случая со вспышкой чумы, долгое правление Людовика XV считается зенитом могущества французской монархии. Потом орден перешел к его внуку, Людовику XVI. На нем великая эпоха французского королевства и закончилась. Как известно, этому королю подданные отрубили голову. Конечно, сей печальный финал тоже приписали влиянию голубого бриллианта. Впрочем, основная часть легенды касаются не короля, а королевы Марии Антуанетты. Якобы она больше всего фанатела по алмазу, везде его с собой таскала, и давала поносить своей подруге, герцогине Ламбаль. Вот на ней проклятие сыграло особенно жестоко. Когда в Париже началась революция, толпа поймала герцогиню у королевского дворца. Герцогиню забили до смерти и отрезали голову. Потому эту голову нарумянили и припудрили. Насадили на пику и начали стучать ее в окно той комнаты, где сидела Мария Антуанетта. Можно представить, что королева думала и чувствовала в тот момент. Саму королеву проклятый камень тоже не пощадил. Ровно через год ей тоже отрубили голову. С точки зрения красивой истории легко понять этот сюжетный твист. Но что главным героем легенды стал не король, а его жена. Людовик как человек и личность был довольно невзрачен, а вот его жена была очень красива. Порнхаба с его звездами тогда еще не существовало, так что главной героиней мужских грез стала Мария Антуанетта. Про нее сначала придумывали грязные слухи, а потом стали публиковать порнографические памфлеты с картинками. Множество из них было посвящено запретной связи между королевой и той самой герцогиней Ламбаль. Парижане сами этот сюжет придумали и сами же в него и поверили. Так что, когда они забивали насмерть одну женщину и почти до смерти пугали другую, им казалось, что они борются с половыми извращениями и аристократическим развратом. Но современные историки не находят подтверждений ни одному слуху о королеве, включая якобы сказанной ей фразе про голодающих. Если у них нет хлеба, то пусть едят пирожные. Эти слова вообще придумал и приписал ей философ Жан-Жак Руссо. Так что единственная вина этой женщины состояла в том, что она была симпатичная и яркая. То, что надо для красивого трагического сюжета. Совсем не то же самое, что король. Людовик XVI, кажется, вообще родился быть токарем. В прямом смысле слова. Работать на станке он любил куда больше, чем управлять страной. Такого унылого персонажа никакая история с проклятием не смогла бы вывести. Ну а если снова вернуться в реальность, то, конечно, окажется, что камень ни при чем. В смысле, тут даже не нужно придумывать рациональных объяснений. Голубой бриллиант.
вообще никакой роли не играл. Мария Антуанетта его вряд ли носила, и уж скорее всего не давала поносить своей подруге-герцогине. Во всяком случае, этому нет никаких доказательств. А историки утверждают, что тогда носить женщинам орден Золотого Руна вообще было запрещено. Но для нашего рассказа важно не это, а то, что революция кардинально изменила жизнь Алмаза. И он отправился путешествовать по миру. И началось это путешествие сентябрьской ночью 1792 года из королевского хранилища Гард-Мёбель. Это был самый разгар революции. На Париж шла прусская армия, командующий которой издал манифест, в котором пригрозил смертной казнью всем участникам беспорядков. Парижские революционеры от страха впали в истерику и устроили резню в тюрьмах, где содержалось множество арестованных дворян и контрреволюционеров вперемешку с простыми уголовниками. Были убиты около 1500 человек. И вот пока в городе происходили все эти драматические события, в городе незаметно прошла главная кража 18 века. Воровская шайка обнесла королевское хранилище. Случилось все очень просто. Воры вырезали стекло и проникли внутрь, а потом спокойно вышли через главные ворота. В это время в хранилище не было постоянной охраны. Стражники полагались на то, что ворота были опечатаны, но у воров была поддельная печать. Это позволило им возвращаться в хранилище еще несколько ночей подряд, каждый раз вынося оттуда баснословные ценности. Возможно, это продолжалось бы до тех пор, пока в хранилище не оставались бы только пустые сундуки. Но в одну из ночей преступников заметил патруль. Главаря шайки и еще нескольких человек схватили и повесили. Но части бандитов удалось уйти от правосудия со всем украденным богатством. Обычно в Гард-Мёбеле хранились большие вещи – доспехи, гобелены, мебель. Но за год до кражи туда была перевезена королевская сокровищница. Среди прочего были похищены 82 восточных рубина и 5 крупных бриллиантов, не считая всего остального по мелочи. В этой ситуации удивительно, как они не заметили большой сапфир Людовика XIV весом аж в 138 карат. А потом еще и потеряли несколько камней, когда делили добычу на берегу Сены. Эту невероятно дерзкую и успешную кражу организовал профессиональный вор Пол Мьот. Его в революционном бардаке некоторое время держали арестованным в этом самом Гард-Мёбель. Так он узнал, что именно хранится в здании, как оно устроено и как охраняется. Потом Мьоту повезло выйти на свободу незадолго до резни в тюрьмах, и он сколотил банду из других опытных воров. Особенно в этой истории доставляет тот факт, что часть преступников в это время сами находились под арестом в тюрьме Ла-Форс. Ночью они выбирались наружу, шли на дело, а потом, как ни в чем не бывало, возвращались обратно в камеру. Идеальное алиби. Когда во время расследования этот факт всплыл, то в революционном правительстве случился грандиозный скандал. В организации кражи даже обвинили министра юстиции Д'Антона. Типа, без его ведома заключенные не смогли бы покинуть тюрьму. И вполне возможно, что частично эти обвинения были правдивы. Вы же помните, что все это происходило на фоне наступления прусской армии на Париж. Так вот, немцы выиграли решающее сражение, но потом вдруг необъяснимо передумали брать Париж и повернули обратно. Наполеон позднее называл это «отступление загадкой», но, возможно, разгадывается она просто. Командующему прусаков, герцогу Карлу Брауншвейгскому, дали взятку королевскими сокровищами. Во всяком случае, после того, как этот герцог в 1806 году умер, нотариус нашел среди его имущества 2400 драгоценных камней, что, прямо скажем, дофига. За год до его смерти жена герцога уехала в Лондон, испугавшись захвата Пруссии Наполеоном. Но к 1812 году все ее сбережения кончились, и она стала распродавать свои драгоценности. Так она продала и голубой бриллиант, который непонятно как попал к ней из французского королевского хранилища. Ну то есть, на самом деле понятно как. Версию о подкупе я только что рассказал. Но есть и альтернативная гипотеза. Она не исключает взятки прусскому генералу, но говорит, что подкупили его чем-то другим, а не французским голубым алмазом. А сам алмаз вместе со всем орденом Золотого Руна оказался в руках кадета Гьо, одного из шайки похитителей. Эта версия подтверждается тем, что Гьо пытался продать красную шпинель, которая тоже входила в состав ордена.
Так вот, после ареста подельников кадет с орденом уплыл в Англию, но смог там найти покупателя только на бриллиант. А Шпинель вернулся продавать обратно во Францию. Но на самом деле зря. Там его встретил другой бывший член банды, отобрал камень и вроде как даже добился, чтобы этого Гио посадили в долговую яму. Так что для кадета Гио красная Шпинель оказалась куда более несчастливым камнем, чем голубой алмаз. Но если же от легенд вернуться к истории, то мы вынуждены признать, что просто не знаем, где был голубой бриллиант 20 лет. От своего похищения в 1792 году и до 1812 года, когда он появился на лондонском аукционе. Но что интересно, это появление случилось через 20 дней после истечения 20-летнего срока давности по преступлению. Чтобы вора нельзя было привлечь, а камень вернуть обратно Франции. Но если точнее, на аукционе появился не совсем тот камень, который носили 3 поколения французских королей. Тот самый голубой бриллиант французской короны исчез навсегда. В Лондоне выставили на продажу камень того же цвета и чистоты, но меньше весом и другой формы. Свою прекрасную сердцевидную форму камень потерял. Потом выяснилось, что оригинальный камень опять разрезали надвое. Позднее у племянника жены герцога Брауншвейгского всплыл голубой бриллиант весом в 13 карат. Напомню, что речь про жену прусского генерала, который шел брать Париж, но не дошел. А на аукционе в Лондоне выставили бриллиант весом 45 карат. Следующие 200 лет люди гадали, что случилось со знаменитым голубым французом и почему лондонский бриллиант так подозрительно на него похож. Уже в наше время была найдена свинцовая копия французского бриллианта, и специалисты смогли сравнить ее с английским алмазом. Самая популярная теория подтвердилась. Это оказался один и тот же камень. Теперь мы это знаем точно. То есть где-то в течение 20 лет с момента похищения алмаз опять раскололи и сделали новую огранку. Но все равно его долго не решались представить публике, потому что сходство слишком бросалось в глаза. В общем, в 1812 году алмаз на аукционе стал собственностью лондонского торговца бриллиантами Даниэла Элиасона. Причем, по одной из версий легенды, он достался ему бесплатно. Когда Элиасон пришел, чтобы выплатить деньги, продавец был мертв, и деньги так и не перешли из рук в руки. Однако недолго Элиасон радовался покупке. Вскоре он покончил с собой. Но незадолго до этого успел перепродать камень человеку, который до сих пор носит его имя – Томасу Хоупу. Однако, это очень странная легенда, потому что она, например, полностью игнорирует лондонский аукцион и утверждает, что алмаз Элиасону привез из Марселя один из воров, вышедший после длительного заключения. Он сильно болел тюремной лихорадкой, поэтому до получения денег так и не дожил. Но тут снова не бьются даты. Элиасон действительно покончил с собой, но в 1824, спустя 12 лет после того, как стал владельцем алмаза. А к Хоупу камень перешел в 1830-м. У историков большой популярностью пользуется теория, что на самом деле торговец быстро продал камень еще в 1812 году, но человеку, который не хотел светить свое имя. И этой таинственной особой был никто иной, как король Великобритании герцог IV. То есть все это время настоящим обладателем алмаза был он, а не Элиасон, который просто выступил в роли посредника. Ну а когда в 1830 году король скончался, то и камень без лишнего шума перепродали. Вообще, короля Георга легко можно счесть жертвой проклятия алмаза. Во всяком случае, его семейная жизнь точно была кем-то проклята. Он женился, когда оказался по уши в долгах, а парламент пообещал увеличить содержание принца, если он заключит выгодный для Британии брак. Британия тогда воевала с наполеоновской Францией, и родине было нужно, чтобы наследник женился на принцессе Каролине из Брауншвейга. С этим маленьким государством Британия хотела заключить союз. Георг был вынужден подчиниться воле парламента. При их первой встрече Каролина была неприятно шокирована тем, что Георг оказался очень толстым, совсем не таким, как его изображали на портрете. Жених тоже оказался невестой недоволен и во время первой встречи разом бахнул стакан коньяка. На свадьбе Георг был сильно пьян, а позднее рассказывал друзьям, что вступал с женой в половую связь лишь трижды, 2 раза в первую брачную ночь и 1 раз во вторую. Правда, Каролина рассказывала другую версию, что секса в первую ночь не было вообще, потому что пьяный Георг
свалился под кровать и проспал там до утра. Тем не менее, им как-то удалось тогда зачать дочку. Но больше супруги сексом не занимались, вероятно, никогда. Почти сразу муж и жена стали жить раздельно. У Георга при этом была одна женщина, которую он любил всю жизнь, и даже тайно на ней женился, хотя этот брак не имел юридической силы. И множество временных любовниц, в которых он периодически сильно влюблялся, но избавлялся, когда влечение проходило. Все эти женщины от него требовали любви и статуса. Так что, став королем, Георг попытался развестись. Для этого он обвинил жену в супружеской неверности. Однако проведенное специальной правительственной комиссией расследование установило, что Каролина не изменяла. Что, впрочем, никак на холодность их отношений не повлияло. Георг даже не позвал жену на собственную коронацию. На этой церемонии он, как отмечали многие свидетели, постоянно кивал и подмигивал своей новой любовнице Элизабет Конингхэм. Эта вульгарная аристократка в яростной битве с другими великосветскими хищницами захватила сердце короля и не отпускала его до самой смерти Георга. Я упоминаю ее имя только ради одного факта. По одной из версий, именно она после кончины короля стащила голубой бриллиант и продала его Томасу Хоупу. Но есть и более прозаическая версия. Камень продали душеприказчики короля, когда искали тихий способ погасить его многочисленные долги. А так как голубой алмаз нигде официально не числился, то и избавиться от него можно было без лишнего шума. Ну а теперь давайте перейдем к Хоупу. Почему так вышло, что камень вообще стал носить его имя? Вообще надо сказать, что этих Хоупов было 3. Старший Томас Хоуп происходил из амстердамской семьи банкиров. У него были младшие братья Адриан и Генри. Их отец был очень богат и увлекался скупкой антиквариата и драгоценностей. По его задумке, семейный бизнес после его смерти должен был работать так. Младший Генри продолжит работать по банкирской линии, а старшие сыновья выучатся на знатоков искусства и отправятся путешествовать по миру, скупая там всякие произведения, а потом продавая их в Европе с большой наценкой. Однако тут во Франции случилась революция. Потом начались наполеоновские войны. В Голландии образовалась Батавская республика, и семейство банкиров поспешило на всякий случай сбежать от революционных порядков в Англию. Всю дорогущую мебель и дома пришлось бросить, однако братья смогли вывести 372 картины, включая Рембрандта и Рубенса, так что голодать эмигрантам все же не пришлось. Обосновавшись в Лондоне, братья решили продолжить развивать дело по заветам отца. Томас и Адриан таки отправились в путешествие, а Генри стал арт-дилером. Он занимался продажей вещей, которые его братья добывали в азиатских и африканских закоулках. Адриан избытка новых впечатлений от разных стран не вынес. Тронулся умом и вернулся в семейное поместье, где почти безвыездно провел всю оставшуюся жизнь. А вот Томас путешествовал очень успешно, привез множество ценных реликвий, и семейство Хоуп невероятно разбогатело. Вопреки всяческим там проклятиям, даже младший брат, душевно больной Адриан, смог стать успешным человеком. Сидя в своем поместье, он стал садоводом-новатором и сделал несколько открытий в огородном деле. Потом Томас Хоуп вернулся в Лондон. Там он стал одним из первых декораторов помещений, то есть дизайнером интерьеров по-нашему, и внезапно успешным писателем. Томас написал роман «Анастасиас» про солдата-мусульманина в турецкой армии, где впервые для англичан более-менее реально была показана война турок с русскими. Эта книга так прогремела в английском литературном мире, что даже знаменитый поэт лорд Байрон как-то сказал, что отдал бы 2 своих лучших стихотворения за авторство над этим романом. Впрочем, несмотря на тонкий художественный вкус и несомненные таланты, человек, давший новое имя древнему камню, был персонажем малоприятным. Во всяком случае, для окружающих. Томас Хоуп славился своим снобизмом и уродством, а один из современников описывал его как, несомненно, далеко не самого лучшего человека в Европе. Маленький, неприятной наружности человек с женственным лицом и манерами. Французский художник Антуан Дюбо выставил картину под названием «Красавица и чудовище», где, не стесняясь, изобразил Хоупа в роли монстра, покупающего за драгоценности молодую красивую жену. Хотя, если взглянуть на портрет Томаса, то так и не скажешь, чего там такого малоприятного. В общем, Хоуп был очень хорошо известен в мире искусства и не всегда с лучшей стороны.
В 1830 году в их семье появился тот самый голубой алмаз. Кто и как из братьев его купил – загадка. Но с тех пор камень стал носить их фамилию. Вероятно, из-за английской игры слов. В смысле, что фамилия Хоуп переводится как «надежда». И получилось, что это как бы алмаз и Хоупов, и надежды. Такой вот английский юмор. В 1839 году бриллиант Хоуп появился в каталоге коллекции драгоценных камней англо-голландской банковской семьи Hope & Company. Эта компания надолго пережила братьев. Уже они ворочали серьезными делами, занимаясь не только картиной, но и скупая, например, старые польские облигации, предъявляя их Петербургу. Мол, у вас там уже 80 лет висит долг, извольте-ка оплатить. Так они получили огромные прибыли, а деньги вложили в строительство железных дорог в России и Америке. В общем, их бизнес был очень успешным. Компания существовала еще много лет, и только где-то в 1970-х ее купил нидерландский ABN Bank. Правда, развитием бизнеса занимался уже один Генри, вместе с кузеном. Тоже, Генри. Его родные братья Томас и Адриан к этому моменту уже умерли. А после смерти самого Генри в 1839 году среди наследников разгорелась самая настоящая борьба, по итогу которой алмаз перешел к старшему сыну Томаса Хоупа, очередному Генри Хоуп. Хорошо, что они жили в разное время, иначе я не понимаю, как о них всех можно рассказать и не запутаться вот в одинаковых именах. В общем, этот новый Генри Томас Хоуп тоже был интересный человек. И тоже совершенно не подходящий для легенды о проклятии. Он был депутатом парламента, основал Союз художников Лондона и Королевское ботаническое общество, а также занимал посты вице-президента Общества искусств и президента Суррейского археологического общества. И почти до самого конца 19 века алмаз спокойно хранился в семейной коллекции Хоупов. Когда Генри Томас умер, алмаз перешел его вдове. Она оказалась в непростом положении. Единственную дочь они выдали в очень престижный брак за 6-го герцога Ньюкасловского. Однако была проблема. Этот 6-й герцог был разгильдяем и азартным игроком. Он и на брак-то согласился только потому, что задолжал 230 тысяч фунтов, что-то около 26 миллионов. Если на наши деньги, разумеется. Ему даже пришлось скрываться от кредиторов за пределами Англии. После свадьбы семейство Хоуп выплатило его долги, но передать бесценный алмаз такому человеку было бы просто неразумно. Поэтому алмаз перешел его сыну Фрэнсису, и то лишь с условием пожизненного владения. То есть Фрэнсис не мог продать что-то из наследства без решения суда. Вторым условием было то, что этот сын герцога и дочки политика и банкира возьмет себе фамилию и герб банкира, что было просто неслыханной наглостью. Но, видимо, рациональному семейству Хоуп очень не хотелось ассоциироваться с разгильдяями герцогами ньюкасловскими. Впрочем, план сработал только наполовину. Кажется, зря Хоупы спутались с прогнившей британской аристократией. Лорд Фрэнсис Хоуп получил свое наследство в 1887 году, и был он копией своего отца. В смысле, таким же балбесом, который всего за 3 года промотал наследство и довел себя до банкротства. А так деньги ему были очень нужны. Он затеял судебное разбирательство, чтобы получить право распродавать бабушкины драгоценности. В это время он познакомился с американской эстрадной актрисой Мэй Йохе, которая в те годы гремела на лондонской сцене в бурлеске «Маленький Христофор Колумб». Если что, бурлеск — это, грубо говоря, прообраз стриптиза. В общем, банкротство лорда актрису не смущало, потому что лорд всегда может взять в долг, что он постоянно и делал. К тому же их отношения грела перспектива скорого получения наследства, так что они поженились, и Мэй даже стала оплачивать адвокатов для мужа. Однако вскоре их роман прервался. Во время кругосветного путешествия супругов актриса повстречала капитана Брэдли Стронга, одного из самых красивых офицеров армии США. Мэй по уши в него влюбилась, плюнула на все перспективы и на своего лорда и укатила с прекрасным капитаном в Америку. В других версиях этой истории роковым мужчиной, разваливший брак Хоупов, оказывается не простой офицер, а сын бывшего мэра Нью-Йорка, но тоже с фамилией Стронг. Как бы там ни было, но сам факт разрыва отношений в реальности действительно был, а причина нам сейчас не так важна. К этой бурлеск-актрисе мы еще вернемся. Она сыграет очень важную роль в легенде об алмазе,
более важную, чем многие из его владельцев. А пока я хочу отметить, что, вероятно, именно эта скандальная связь стала прообразом самого знаменитого эпизода, связанного с алмазом Хоуп. Там рассказывается, как безумно богатый русский князь Кандовицкий влюбился в парижскую певичку Ледю. Он купил и подарил ей этот бесценный алмаз, с которым она стала выступать на сцене. Но певица к князю изменила, и в приступе безумной ревности он застрелил ее прямо на сцене, забрызгав кровью голубой алмаз. Мощно. Звучит прям как античная трагедия. С этой истории начинается 90% рассказов о камне. Возможно, я бы тоже так сделал, если бы эта история была реальной. В смысле, никакого русского князя Кандовицкого никогда не существовало. В некоторых версиях рассказа у него почему-то изменена фамилия на Корытковский. Но и такого князя тоже не было. Вообще весь сюжет выглядит как типичная статья из желтой прессы начала 20 века, где нужно запихать побольше эмоций, крови и страданий, и поменьше фактов. Все равно никто проверять не будет. Хотя сейчас проверить не так сложно. История алмаза Хоуп хорошо известна, как и имена всех его владельцев. Так что давайте вернемся к ним. Итак, лорда Фрэнсиса Хоупа бросила молодая жена, но зато он наконец получил судебное разрешение распоряжаться драгоценностями из наследства, включая и голубой бриллиант. И что думаете, он сделал? Разумеется, молниеносно все продал и разбазарил, снова оставшийся ни с чем. Голубой алмаз он продал за 29 тысяч фунтов, то есть примерно за 3 миллиона, если пересчитывать на современные фунты. Случилось это в 1901 году. После этого камень несколько раз переходил из рук в руки, пока наконец не оказался в США. И оказалось, что лорд мало того, что прошляпил семейную реликвию, так еще и отдал ее почти за бесценок. За океаном алмаз Хоуп оценили минимум в 3 раза дороже, а в 1908 году он ушел к турецкому коллекционеру Селиму Хабибу за 400 тысяч долларов. С этим Хабибом история немного похожа на историю с королем Георгом. В смысле, есть все основания считать, что турок купил алмаз не для себя, а для турецкого султана Абдул-Хамида II. И тут тоже отдельный прикол. У каждого крупного произведения искусства есть список владельцев. Так вот, в таком списке для алмазов Хоуп прям отдельно указано, что султан камнем никогда не владел. Точно-точно. Мамой клянусь. Это настолько уникальная ремарка, что многие считают ее доказательством обратного. В смысле, что в реальности именно султану алмаз и принадлежал. А записан он был на постороннего человека, потому что начало 20 века было для монархов временем неспокойным. И Мехмед опасался, что его свергнут, а драгоценности отнимут. Кстати, так оно в итоге и произошло. Еще одним подтверждением этой версии служит то, что турецкий коллекционер продал алмаз в 1909 году, незадолго до падения султана. Выглядит это так, будто правителю срочно понадобились деньги на подавление мятежа, и он их пытался где-то по-тихому найти, но не помогло. Зато сегодня вы можете услышать рассказ, как проклятие алмаза погубило могущественного правителя Османской империи. В общем, вот таким очень долгим путем камень в итоге вернулся во Францию, где вскоре оказался в руках легендарного ювелира Пьера Картье. Да, это тот самый Картье, фирма которого существует до сих пор и все еще считается самым престижным производителем ювелирных украшений в мире. Пьер Картье был гениальным торговцем. Он, как никто, понимал, что людям мало получить красивую вещь, и им нужно продавать историю. И вот тут мы оказываемся в самой главной части моего рассказа, потому что, абсолютно вся шумиха вокруг алмаза Хоуп, все байки про древние проклятия и трагические смерти берут свое начало именно здесь. И их придумал Картье, просто в качестве маркетингового приема. И это получилось не случайно. Картье прекрасно понимал, что делает. Он собрал журналистов, продемонстрировал им камень и рассказал, что алмаз похитили из индуистского храма, поэтому он проклят и убивает своих владельцев. Журналисты развесили уши и отработали эту историю просто по полной. Возможно, кто-то из них понимал, что все это бред собачий, но как можно упустить возможность хайпануть на популярной теме? В общем, именно тогда, в начале 20 века, появились десятки статей про алмаз Хоупа, которые превратили реальную историю камня в сборник баек и страшилок. И сделали Картье бесплатную рекламу.
И если вы сегодня где-то в интернете наткнетесь на текст про этот алмаз, то 100% встретите там пересказ желтых статей вековой давности. Это просто поразительно. Вскоре Cartier продал скандальный алмаз светской львице Эвелин Макнил. То ли в 2, то ли в 3 раза дороже того, за что его сам купил. Эвелин происходила из новых американских бизнесменов. До 12 лет ее семья жила небогато, но потом ее отец нашел в прямом смысле слова золотую жилу и стал мультимиллионером. В 14 лет девочку отправили учиться пению в Париж, потому что она захотела стать певицей. Там она быстро пристрастилась к разгульному образу жизни и алкоголю. И вот, в 1911 году в офисе газеты «Вашингтон-Пост» Cartier продал ей алмаз Хоупа. Причем сделал это, как всегда, изящно. Он дал девушке лист с описанием выдуманной истории камня, а сам алмаз был прикреплен внизу и скрыт оберточной бумагой. Эвелин вчиталась в текст, загорелась и поспешила увидеть камень. Внешний вид алмаза привел ее в дикий восторг, но купить его она отказалась, потому что реально испугалась всех этих баек со смертями владельцев. Легенда одновременно и притягивала, и отталкивала. Cartier понял, что переборщил. И тогда в авторитетном журнале «Циркуляр ювелиров» появилась статья, в которой говорилось примерно следующее. Никаких упоминаний о какой-либо неудаче, постигшей Хоуп или какого-либо из потомков, никогда не делалось. И это как бы действительно было так. До Cartier упоминания о проклятии алмаза Хоупа было ровно 0. В общем, Эвелин только после этой статьи согласилась на сделку, но потом опять передумала и попыталась вернуть камень. Но тут уже Cartier наотрез отказался. Он и так слишком намучился с этой слишком впечатлительной мадам. Тем более, что продажа алмаза дала невероятный толчок развитию его бизнеса. Эвелин не хотела сдаваться и подала на Cartier в суд. Ее адвокаты упирали на пункт договора купли-продажи, где говорилось, что ювелир обязуется забрать камень и вернуть деньги, если с семьей Эвелин Маклин случится что-то трагическое. Эвелин на суде пыталась на этот пункт давить, но решительно ничего из ее жизни нельзя было назвать прям трагическим. Все та же бесконечная череда платьев, банкетов, автомобилей и вечеринок. Разумеется, это только добавило популярности алмазу. Желтая пресса тогда вообще работала отлично и смогла привязать модную легенду о роковом алмазе к главному инфоповоду начала 20 века – гибели Титаника. Многие газеты написали, что уникальный бриллиант незадолго до путешествия был продан одному из пассажиров и ушел на дно вместе с лайнером и 1000 человек. Эта история стала одним из самых популярных мифов о Титанике. Ее популярность пошла на спад только когда выяснилось, что алмаз Хоупа продолжает регулярно надевать Эвелин Маклин. Появились вопросики, а как это он утонул, если вот он? Своеобразный ответ на это дает фильм Джеймса Кэмерона, где тоже можно встретить бриллиант, подозрительно похожий на алмаз Хоупа. К счастью, все это просто выдумки. Было бы очень обидно, если бы какая-нибудь расчувствовавшаяся старушка выбросила такой вот прекрасный камень в океан. Кстати, алмаз в фильме объединяет два разных временных состояния реального камня. Он сердцевидный, каким был голубой бриллиант французской короны, и окружен мелкими белыми бриллиантами, какими его окружила семья Хоуп. На деле, как вы поняли, алмаз с Титаником вообще никак не связан. Все это время им продолжала владеть Эвелин Макнил, которая обожала надевать его на приемы и банкеты. Да, к этому времени она уже перестала бояться страшилок из газет. У себя дома на вечеринках она часто устраивала увлекательную игру «Поиски надежды», когда гости искали драгоценный камень на лужайке в саду. Прикиньте, какой скандал был бы, если б однажды не нашли. Впрочем, за безопасность алмаза в доме Эвелин Маклин отвечали сразу 3 человека. Первый следил за камнем, а еще 2 следили за тем, кто следил за камнем. Эвелин Маклин была удивительным человеком. Вскоре после Октябрьской революции большевики выгнали американского посла, который был дядей ее мужа. Тогда она легкомысленно решила поехать в Петроград и договориться с Лениным о восстановлении родственников должности. Эвелин тогда увлеклась социалистическими идеями и была полна самых оптимистичных ожиданий от революции. Уже в московской гостинице американскому дипломату с трудом удалось уговорить сумасбродную богачку от плана прогуляться по улицам революционного города, надев алмаз Хоупа. Американка была уверена, что это будет безопасно.
С Лениным в итоге по какой-то удивительной причине она не договорилась и вернулась домой. А в 1921 году случилось событие, которое усилило славу Алмаза Хоуп. Помните еще про актрису Мэй Йохе, которая бросила лорда-балбеса ради красавчика-капитана? Так вот, она с небольшим запозданием тоже решила хайпануть на истории камня. Как-никак, она к ней тоже была причастна. Мэй Йохе спродюсировала и выпустила 15-серийный сериал «Тайна алмаза надежды». Это была ее последняя попытка вернуть былую популярность. Актриса появлялась там в роли самой себя в начале и в конце каждой серии. Попытка провалилась. Сериал особо популярным не стал. Наверное, стоило подождать 100 лет. Сейчас сериалы заходят гораздо лучше. Но и «Тайна алмаза надежды», тем не менее, стал профессиональным событием в мире кино. И угарная афиша и сам кадр были немного синеватого оттенка, потому что режиссер придумал какие-то хитрые фильтры и сделал черно-белое кино почти цветным, если точнее, то серо-синим, как сам «Роковой алмаз». Это был уникальный в истории киноприем. Сюжет в основном пересказывал все байки, придуманные Картье и журналистами, и добавлял собственную историю Мэй про ее взаимоотношения с лордом Хоупом. И еще сериал запомнился тем, что в ней сыграл первую роль Борис Карлов, один из двух самых известных Дракул в мире кино, создатель канонического образа сумрачного вампира. Что же касается Эвелин Маклин, то ее случайно свалившееся на голову богатство до добра не довело. В марте 1932 года она так впечатлилась громкой историей о похищении ребенка-авиатора Чарльза Линдберга, что отдала $100 тысяч на выкуп младенца бывшему агенту ФБР Гостону Минцу, совершенно не заботясь проверкой, а действительно ли он может как-то помочь. Минц, разумеется, с деньгами исчез, а спустя несколько месяцев вернулся и решил провернуть трюк второй раз. Но не вышло. Эвелин сдала мошенника полиции. Но от всех этих переживаний она тронулась умом и закончила свою яркую жизнь в психиатрической клинике. Золотая жила, найденная ее отцом, была огромной, а состояние, которое он оставил дочери, невероятно гигантским. И после ее смерти алмаз Хоуп был продан за долги нью-йоркскому торговцу бриллиантами Гарри Уинстону. Так камень опять сменил владельца. Гарри Уинстон – это еще один гениальный ювелир в нашей истории. Он был сыном еврейского эмигранта из Российской империи. Его отец сумел наладить в Нью-Йорке маленький бизнес, и Уинстон с юных лет показывал, что станет достойным наследником. Когда ему было 20 лет, он в одном ломбарде среди прочего барахла увидел настоящий изумруд в 2 карата и купил его всего за 25 центов. Через 2 дня он продал изумруд за $800. В начале 30-х Уинстон открыл свой магазин. Особенно бизнес взлетел после покупки ювелиром за $1 миллион коллекции умершей жены железнодорожного магната. Почти все драгоценности в ней были работы Картье. Уинстон изменил оправу некоторых камней на более современную и начал демонстрировать коллекцию публике. Его репутация в США взлетела до небес, и пошли дорогие заказы. В 1949 году он решил повторить свой громкий успех и купил знаменитый бриллиант скончавшейся миссис Маклин. Он немного огранил алмаз Хоупа, и выяснилось, что предыдущие 100 лет камень не сверкал так ярко, как мог бы. Видимо, его повредили неумелые ювелиры после кражи из Франции. А сейчас реставрация Уинстона этот блеск вернула. Обновленный камень сначала демонстрировали самым богатым американцам, а потом, наверное, впервые за все время его стали показывать широкой публике. Алмаз даже стал героем телешоу, для которого даже специально нашли девочку с точно таким же именем – Хоуп Даймонд, в смысле алмаз надежды. Все это на шоу здорово обыграли и порвали телерейтинги в 1955 году, на самой заре телевизионной эры в США. А за 2 года, пока шла передача, Гарри Уинстон и его алмаз стали по-настоящему знаменитыми. В фильме с Мэрилин Монро «Джентльмены предпочитают блондинок» есть песня с такими словами: «Поговори со мной, Гарри Уинстон, расскажи мне все об этом». То есть обычный ювелир стал настолько поп-культурным, что его имя вставили в голливудский фильм. В 1958 году, за 20 лет до смерти, Гарри Уинстон передал алмаз Смитсоновскому музею. То есть не продал, а по сути подарил обществу и государству. Причем сделал это тихо и без предупреждения, никому ничего не сказав. Уинстон отправил алмаз простым почтовым переводом. А в музее, когда открыли
бандерольку, чуть не упали в обморок. Впрочем, нашлись чуваки, которые даже этому благотворительному поступку придумали черную легенду. О почтальоне, который вез посылку с бриллиантом. Якобы он попал под грузовик, а весь его дом сгорел вместе с женой, детьми и собакой. Просто жуть. Алмаз Хоупа поместили в музей в центр зала геологии, где и хранится до сих пор. С его появлением в коллекции пожертвования музею сильно увеличилось. В 60-х камень снова путешествовал, летал во Францию и ЮАР. Причем на выставку в Лувр сотрудник музея тоже провез его в темную, спрятав в своей одежде. Как пишут, в мешочке, прикрепленному к внутреннему карману брюк. Уж не знаю, зачем была нужна такая таинственность. В 90-х алмазу выделили собственный зал и поместили на вращающий пьедестал внутри витрины из пуленепробиваемого стекла. А в 2009 году с него сняли оправу и год выставляли отдельно. А в 2012 голубому алмазу вернули его историческую оправу, созданную Пьером Картье. Таким он выставляется в Смитсоновском музее и по сей день. Никаких новых мрачных сказок с кровищей и смертями про него не рассказывают. Возможно, потому что нет ничего скучнее, чем выдумывать мрачные сказки про музей с камнями. Всего хорошего.